На мой взгляд, самое перспективное направление на данный момент – это каркасное строительство, либо канадская технология, как еще называют. Здесь тоже есть свои подразделения различные, то есть и каркасно-щитовые дома, просто каркасные дома, дома из СИП-панелей тоже относятся к каркасной технологии, и дома по каркасной технологии из легких металлических конструкций. Каждый вариант имеет также свои плюсы и минусы. Конечно, ни для кого не секрет, что термин «доступное жилье» у многих вызывает улыбку или даже не кривую усмешку, если так выразиться. И большинство семей, не дождавшись реализации данной программы, стараются решить эту проблему самостоятельно. На данный момент один из самых доступных вариантов, по моему мнению, это покупка дачного участка в черте города и строительство дома своими силами. Но одно дело построить дачный домик для отдыха летом, и совсем другое строительство настоящего теплого дома, в котором можно жить круглый год. Ну, давайте рассмотрим историю канадских технологий. То есть современную каркасную технологию называют ее канадской, потому что использовать все современные материалы при таком виде строительства стали сначала в самых холодных штатах Америки, затем на севере Европы. До 80% малоэтажных домов на Западе – это каркасные дома. На основе каркаса там строят все, то есть двух-трехэтажные гостиницы, больницы, административные здания, жилые коттеджные поселки. Сейчас эта технология пользуется заслуженным доверием всех жителей малоэтажных домов в США, в Европе, так как каркасные дома долго держат тепло, экономя ежемесячные расходы на оплату электроэнергии и энергоносителей. Дома, изготовленные по данной технологии, могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 50 градусов до плюс 50 и обеспечивают комфортное проживание даже в самых суровых климатических условиях. Почему каркасный дом – это по-настоящему доступное и комфортное жилье? Давайте разберемся немножко с качествами. Первое – это, конечно, лучшее соотношение цена-качество. Второе – экологичность. В строительстве используются только натуральные экологически чистые материалы. Третье – высокие теплоизоляционные свойства. Дом способен быстро прогреться и медленно отдавать тепло в зимнее время. В летнее время дом не так сильно прогревается солнцем, как каменные дома. Зимой живое тепло, летом приятная прохлада. Благодаря такой способности дома держат тепло, экономя энергоресурсы, газ в зимнее время и электроэнергию для кондиционеров в летнее время. Четвертая особенность – это то, что надежность и долговечность, что доказано временем. Например, многие дома в Европе, построенные в XIX веке еще, до сих пор радуют живущие в них семьи теплом и уютом. Пятое преимущество – это то, что сжатые сроки постройки. Дом на 100 квадратных метров возводится где-то за 2-3 месяца. Шестое – возможность строительства на проблемных участках, например, близость к грунтовым водам, так как он довольно легкий и нагрузки на фундаменты очень маленькие. Седьмая особенность – это устойчивость и нечувствительность к сезонным подвижкам фундамента, происходящим вследствие пучения почв. Восьмая – это возможно строительство на участках, где затруднен или невозможен проезд тяжелой техники, то есть кранов, бульдозеров, экскаваторов, так как все работы ведутся без использования строительной техники. Девятое – это эстетичность. Каркасный дом дает возможность убрать все коммуникации внутрь стен. Десятое – возможность строительства в любое время года. Главное, чтобы фундамент под дом был залит при плюсовой температуре. 11. Проект дома индивидуален. Возможность подобрать по своему вкусу внешний вид и внутреннюю планировку. Нет никаких технологических ограничений на проект и внутреннюю планировку дома. В зависимости от финансовых возможностей вы можете залить ленточный фундамент или установить дом на тумбах. В качестве кровельного материала использовать шифер, металлопрофиль, андулин или металлочерепицу. Для наружной отделки стен можно использовать фасадную штукатурку, металлический или виниловый сайдинг, а также кирпич. Не страшно, если несколько месяцев дом постоит без отделки.
так как плита ОСБ, которая является наружной и внутренней обшивкой, является влагостойкой. При внутренней отделке на ОСБ можно сразу наклеить толстые флизелиновые обои или покрыть декоративной штукатуркой. Канадские дома имеют ряд очевидных преимуществ, которые делают канадскую технологию строительства популярной среди заказчиков. Еще немножко раз повторюсь, более подробно в преимуществах. То есть это высокие темпы строительства канадских домов. Весь комплекс работ занимает 2-3 месяца, начиная от выбора проекта каркасного дома и заканчивая установкой на конкретном участке. Столь сжатые сроки достигаются за счет того, что практически все элементы будущего здания изготавливаются на заводе. Производство занимает от 1 до 5 недель. Монтаж готовых деталей на месте от 5 до 15 дней. Заводская сборка элементов каркасно-панельного дома позволяет добиться инструментальной точности, избежать подгонки на месте сборки. Второе немаловажное преимущество – это легкость конструкции каркасного дома. Легкость стен позволяет монтировать каркасные дома на мелкозаглубленные, более легкие по сравнению с кирпичными, газобетонными или бревенчатыми домами и экономичные фундаменты без ущерба качества построенного дома. Как практика показывает, вес 1 квадратного метра стены получается где-то порядка 25-35 килограммов. Сами понимаете, что нагрузка на фундамент практически незначительная. Третье преимущество – это максимальное энергосбережение каркасного дома. Очень немаловажный в настоящее время параметр, который вам даст энергосбережение самих ресурсов для отопления дома. Благодаря применению современного утеплителя внутри стен и перекрытий достигнут отличный результат по теплоэффективности и энергосбережению при относительно низкой толщине стен. Например, для достижения теплоэффективных показателей сэндвич стены с толщиной современного утеплителя 15 см нужно было бы выложить кирпичную кладку шириной более 1,5 метра, стену из железобетона около 2,5 метров. Если стену взять в кирпич, минвата и штукатурка, то около полуметра, 50 см. Теплоизоляционный слой обеспечивает комфортное проживание круглый год. Именно каркасно-панельные конструкции применяются в северных районах, где температура воздуха достигает до минус 60. При отключении теплоснабжения температура воздуха внутри каркасного дома уменьшается всего на 2 градуса в сутки, при температуре снаружи помещения минус 28 градусов. В жаркую погоду такая конструкция обеспечивает оптимальную температуру внутри помещения. Следующее преимущество – это отсутствие усадки каркасного дома. Использование в конструкциях каркасно-панельного дома сухих и строганных деревянных деталей исключает проникновение трещин и деформаций, что дает возможность приступить к отделке каркасного дома сразу после возведения. Следующее преимущество – это такое, как возможность строительства каркасных домов в любое время суток. Тоже немаловажно, потому что, когда задумали строительство, не всегда получается так, что в летнее время готова вся проектная документация. Поэтому в связи с отсутствием мокрых процессов, перенесением основных строительных работ на стройплощадки, на специализированное производство, строительство каркасных домов можно проводить даже при минусовой температуре. Самое главное, чтобы люди выдержали такие температуры и инструмент. Следующий пункт будет называться таким, как разнообразие архитектурных решений каркасных домов. При выборе одного из имеющихся проектов каркасного дома заказчик не ограничен в выборе дизайна и может использовать при внешней и внутренней отделке стен практически любые материалы, в зависимости от пожеланий. Свой дом можно сделать неповторимым за счет оригинальных декоративных решений. Использовать различные варианты фасадной краски, обложить кирпичом, обшить блокхаусом, тем самым придать дому вид бревенчатого, либо применить обшивку имитации бруса, и дом станет брусовым. Внутри помещения стены можно отделать гипсокартоном, обычно это базовая комплектация, или же обшить деревянной вагонкой, евровагонка, блокхаус, имитация бруса, и избавиться от затрат на шпаклевку, окраску, обои.
При производстве конструкции каркасно-панельного дома все деревянные детали проходят этап пропитки огнезащитными составами, как их еще называют антипиренами, в результате чего пропитанное дерево становится трудно сгораемым. Давайте с вами визуально сейчас рассмотрим, из чего состоят наши стены, из какого каркаса состоят. Немножко разберемся в технологии производства стеновых панелей и разберемся немножко в этапах строительства. Итак, сама стена по канадской технологии, или ее еще называют из SIP-панелей, вот такие вот стеновые панели. То есть они производятся с двух сторон ОСБ плита, ориентировочная стручная плита, внутри склеенный с обоими плитами пенополистирол или пенопласт, в простонародье его называют, и соединяется он, как вы видите, вот здесь вот между панелями находится брус. Брус закладывается в зависимости от толщины панели. Они бывают разные, начиная от 100 мм толщиной, то есть 100 мм утеплитель пенополистирола, естественно, по 12 мм сами SIP-панели, получается толщина 124 мм. И дальше идут 150 мм утеплителя и 200 мм утеплителя. И, естественно, уже вот здесь вот с одной стороны и с другой стороны к брусу крепятся саморезами стеновые панели. Вот так вот они выглядят на производстве, то есть, как вы видите, на заднем плане стоит специальный станок, где укладывается сперва нижняя ОСБ панель, потом на него наносится специальный клей, дальше укладывается полистирол и опять же клей и следующий лист ОСБ панели. Потом под прессом определенное время, по-моему, порядка 10 или 15 минут, они сжимаются и после чего выходят уже на сортировочный стол. Дальше их укладывают и они вылеживаются сутки для того, чтобы клей схватился. После чего идут уже в производство. Что я хочу здесь обратить внимание, на данный момент существует два вида таких панелей, то есть обычная OSB SIP панель, то есть ОСБ пенопласт и ОСБ, и есть еще так называемый Greenboard, то есть уже используется плита не ОСБ, а ее называют Greenboard. Связывающие вот этих вот всех стружек и щипы идет цемент с добавлением цемента. Они намного преобладают по огнестойкости, чем ОСБ панели, и по влагопоглощению, то есть намного ниже поглощают влагу, и естественно у них уже группа горючести относится к первой группе. Потом, естественно, начинается этап строительства. Ну, здесь показан у нас фундамент на винтовых сваях и каким образом все это делается. Укладывается обвязка, здесь у нас брус 150 на 150. Дальше укладывается доска и в него уже вставляются сами SIP-панели. Все строительство начинается, естественно, с угла дома, то есть ставятся две панели сперва угловых, а потом уже собирается между ними, ставится опять брус и ставится следующая панель. Таким образом происходит сборка всего дома. Вот уже собранный дом, вид сверху, как мы видим, наружные стены уже собраны, даже здесь есть эркер, поставлены уже и перегородки в доме. После того, как поставили панели, сверху тоже также укладывается брус. Весь верхний брус соединяется с вертикальными стойками, вот с этими. Здесь саморезы, либо через нигеля. И получается очень жесткая конструкция. То есть получается, что между панелями вот здесь везде идет доска и брус. Таким образом создается каркас и уже сразу со стенами. После чего здесь укладывается уже потолочное перекрытие из таких же самых панелей, либо просто уже укладываются лаги, подшивается потолок и ставится крыша. Еще есть и такая технология заводского изготовления, то есть на объект приходят уже вот такие вот готовые стеновые панели, либо глухие, либо уже с оконными дверными проемами. И уже автокраном, как мы вот видим здесь, гак автокрана, устанавливается на закладной брус, который расположен по периметру. Это, естественно, быстрее, но здесь уже имейте в виду, что здесь задействована строительная техника. Иногда она по стоимости вылезает намного дороже, чем вручную выставлять вот эти вот самые панели.
Естественно, все это вы будете сами просчитывать, сколько будет строительная техника стоить, сколько будет стоить вручную все это выставлять. Сами панели, одна панель весит где-то порядка 70 килограмм. Поэтому из моего опыта мы сами строили такие дома. То есть, в принципе, бригада из 3-4 человек вполне способна дней за 5 выставить стены. Ну, естественно, недели 2 где-то уходит на все остальное. То есть, крыша, установка окон, дверей, то есть, вот такие вот все работы. Ну, а вот сама технология уже двухэтажного дома, либо мансардные дома, таким же образом из этих же панелей, как вы видите, подрезается под крышу, устанавливаются фронтоны с оконными и дверными проемами. Той же самой технологии укладывается перекрытие либо лагами, либо такими же панелями. И дальше по направляющему брусу устанавливаются сами панели, и таким же образом и можно укладывать эти же панели на кровлю, после чего на кровлю уже можно стелить любой материал, металлочерепица, андулин и тому подобное. Единственное, что я никогда не видел, чтобы на такие дома стелили шиферную крышу. Ну и в результате всех отделочных работ наружных и внутренних получаются вот такие вот красивые дома по канадской технологии.